Сегодня хочу предложить вашему вниманию 4 очень вкусных и интересных салата, которые можно приготовить не только на праздники, но и на каждый день. Всем привет! Ну и первый салат, который стоит приготовить на каждый праздник, который вы будете праздновать у себя дома. Сам салат очень легкий в приготовлении, а все продукты очень-очень хорошо сбалансированы. А получается так вкусно, что перед ним трудно устоять. И самое главное, его точно будут искать на любом праздничном столе. Первое, что нам понадобится для приготовления такого вкусного салата, это пекинская капуста. Ее нужно будет нарезать небольшими кубиками. Лучше всего использовать саму верхушку капусты, потому что она там самая вкусная и самая воздушная. После того, как вы нарезали вот такое количество капусты, ее нужно будет немножко посолить, немножко перемешать, и я бы сказал, что даже чуть-чуть отжать. Сегодняшний салат мы будем собирать через салатное кольцо. Диаметр у меня сегодня 18 сантиметров. На дно тарелки вот так вот добавляем небольшое количество майонеза. Затем на первый слой отправляем полностью всю капусту, которую вы измельчили. Ее там должно быть не слишком много. Слой должен быть примерно до 1 сантиметра толщиной. Вилкой или ложкой делаем ровный равномерный слой. И этот слой капусты накрываем сеткой из майонеза. На следующий слой нам понадобятся крабовые палочки, 6 штук. Их нужно будет измельчить вот так вот полукольцами. Не делайте их слишком мелкими. Они должны быть средних размеров. Все нарезанные крабовые палочки отправляем на следующий слой. Равномерно их распределяем по всей поверхности и накрываем сеткой из майонеза. На следующий слой нам понадобятся заранее отваренные 3 куриных яйца вкрутую. Их нужно будет натереть на крупной терке. И после того, как вы все хорошо разровняете, слой из яиц нужно будет посолить и поперчить. Соль и перец, как всегда, добавляйте по своему вкусу. А затем этот слой накрываем сеткой из майонеза. На следующий слой нам понадобится свежий огурец. Полностью весь огурец нужно будет нарезать соломкой. Нарезанный огурец отправляем на следующий слой, хорошо его выравниваем. Его нужно будет немножко посолить. Не переживайте, если огурец пустит сок, для салата это будет только лучше. Слой из огурца тоже накрываем сеткой из майонеза. На следующий слой нам понадобится 100 грамм твердого сыра, любого по вашему усмотрению, который вы больше всего любите. И его нужно будет натереть на крупной терке. Наверх на сыр делаем небольшую сетку из майонеза, и этот майонез нужно будет постараться по сыру разровнять. И последнее, что нам понадобится, это примерно 200 грамм любой красной рыбы. Ее нужно будет постараться нарезать на крупные кубики. Всю измельченную рыбу отправляем на верхушку салата, и этот слой будет использоваться в качестве украшения. Распределяем кубики из рыбы равномерным слоем. И еще верхушку нашего салата нужно будет присыпать слегка обжаренными семечками кунжута. Они придадут как и вкус, так и красоту. Салату нужно будет дать хотя бы 2 часа, чтобы он настоялся. Снимаем салатное кольцо и смело подаем к столу. Я вас уверяю, такой салатик будет самым красивым на вашем столе и самым вкусным. Попробуйте приготовить такой салат хотя бы один раз, и я уверяю вас, что этот салат станет фаворитом на вашем праздничном столе в течение нескольких лет. Ну а такой вот необычный и красивый салат гости сидят в первую очередь. Делайте всегда двойную порцию, потому что разлетится со стола он просто на ура. Ну и для начала берем заранее отваренные 2 куриных яйца вкрутую и стараемся их нарезать на кубики. Все нарезанные продукты, которые мы сегодня будем использовать, отправляем в отдельную глубокую тарелку. Затем мы берем 5 крабовых палочек. Их нужно будет нарезать полукольцами так, чтобы они более-менее были похожи на небольшие кубики. Далее нам понадобится 100 грамм твердого сыра, любого по вашему вкусу, который вам больше всего нравится. И полностью весь сыр натираем на мелкой терке. Натертый сыр отправляем в тарелку к яйцам и крабовым палочкам. Еще нам понадобится одна небольшая отваренная морковка. Ее тоже нужно будет натереть на той же терке, на которой мы натирали сыр. В эту же общую тарелку нужно будет пропустить через чеснокодавку 3-4 зубчика чеснока. Затем все, что есть в тарелке, нужно будет посолить и поперчить. Соль и перец, как всегда, добавляйте по своему вкусу. После нам нужно будет все немножко перемешать в сухую, чтобы все продукты, так сказать, чуть-чуть перемешались. Затем добавляем примерно 2-2,5 столовые ложки майонеза. Еще раз очень хорошо все перемешиваем, и уже получается очень вкусный салат, который можно подавать как отдельное блюдо. Но у нас сегодня будет не только вкусно, но еще и красиво. Берем тарталетки, берем небольшие салатные листья, один листочек вот так вот укладываем на дно тарталетки, затем примерно ложка-2 столовых укладываем салата в эту тарталетку. Вы только посмотрите, какая красота в итоге у нас получается. Смотрите, я украсил тарталетки веточкой укропа, но как по мне, намного красивее и эффектнее выглядела бы здесь красная икра. Несколько икринок на каждую тарталетку и было бы достаточно.
Ну а вот этот один из любимых моих салатов. Сегодня делаем очень волшебный салат, который у мамы в тетрадке записан как любимчик публики. Я никак не мог понять, почему такое название, но когда попробовал, все стало ясно. И для начала нам нужно взять одну луковицу, нарезать ее на маленькие кубики и замариновать. В довольно-таки глубокую тарелку отправляем нарезанный лук, добавляем 1,5 столовые ложки сахара, 2 столовые ложки 9% уксуса. Хорошо все вот это нужно перемешать и залить кипятком, так, чтобы полностью весь лук был покрыт и немножко даже плавал. Затем накрыть крышкой и минут 10 вот так он должен будет замариноваться. Сегодняшний салат мы будем собирать в салатном кольце. Как сделать вот такие вот кольца? Сейчас в уголке и в конечных аннотациях появится ссылка на подробную инструкцию. Салат мы будем сразу же собирать в тарелку, и на первый слой нам нужно отваренную картофель натереть на крупной терке. Затем берем вилку и все хорошо аккуратно разравниваем, чтобы получился равномерный слой. Слой картошки нам нужно немножко посолить и поперчить. И сделать на нем майонезную сетку. Следующий слой берем одну отваренную морковку и тоже натираем ее на крупную терку. Разравниваем морковку так, чтобы получился равномерный слой. Немножко подсолим и опять делаем майонезную сетку. Следующий слой мы берем лук, который мы уже сцедили от воды. И половину вот этого лука нам нужно выложить поверх на морковку. Аккуратно разравниваем, чтобы получился равномерный слой. Поверху на лук сетку из майонеза делать не нужно. Затем нам нужно взять шпроты, слить с них полностью все масло и хорошо их размять вилкой. После того, как вы размяли шпроты, мы отправляем их на следующий слой салата. Равномерно распределяем, чтобы получился аккуратный ровный слой. Поверху слоя из шпрот сетку из майонеза делать не нужно. Затем берем 3 куриных яйца, отваренных вкрутую. Если у вас большие яйца, можно будет взять 2, если маленькие, то нужно взять 3. Отделяем желтки от белков. Желтки отставляем в сторонку, они нам еще пригодятся. А белки натираем на крупную терку на следующий слой. Делаем вилкой хороший равномерный слой и покрываем все майонезной сеткой. Дальше нам нужно взять 3 маринованных огурца, натереть их на крупной терке в отдельную тарелку. Тем самым мы предотвратим попадание лишней жидкости нам в салат. После того, как вы натерли огурцы, старайтесь сделать так, чтобы жидкость осталась в тарелке, и вы как можно меньше отправили ее на следующий слой на салат. Разравниваем аккуратно слой и делаем по нему сетку из майонеза. Далее нам нужно взять один плавленый сырок и натереть его на крупной терке. Чтобы сырок не замораживать, нам нужно взять немножко подсолнечного масла и вот так вот с двух сторон терку смазать маслом. После такой процедуры сырок натирается хорошо, быстро и самое главное, ничего нигде не прилипает к терке. Затем натертый плавленый сырок мы раскладываем на верхний слой нашего салата, хорошо аккуратно разравниваем все. И можно сказать, что наш салат уже готов. Осталось его немножко украсить. Берем желтки, те, что мы откладывали, натираем их на мелкую терку. И натертыми желтками выделываем по периметру, по верху салата небольшой красивый аккуратный круг. Вот этот желтый круг старайтесь заполнить так, чтобы как можно меньше просвечивался белый слой. Затем салат можно украсить зеленью, а можно просто вот так, как я, положить наверх 2 шпротины. И получится тоже довольно-таки красиво, как по мне. Затем салат отправляем в холодильник где-то на 2 часа, чтобы он хорошо пропитался. Через 2 часа достаем из холодильника, снимаем аккуратно салатное кольцо, чтобы ничего нигде не повредить, и можно подавать к столу. И я вас уверяю, что ваши гости действительно оценят этот салат и попросят у вас рецептик такого великолепного, красивого и очень аппетитного салата. Салат получается действительно вкусным, и он по праву заслуживает свое название «Любимчик публики». И вот такой вот красивый салат у вас будет красоваться на вашем праздничном столе. Ну а сейчас новинка этого сезона. Салат получается таким очень-очень вкусным, сбалансированным, что вот уже несколько выходных подряд мы его готовим просто так, без всякого повода. А приготовить его на праздник будет просто шикарным удовольствием. Для начала мы берем одну луковицу, стараемся нарезать ее на четверть кольца, чтобы в итоге у вас получились небольшие полоски. Нарезанный лук отправляем в отдельную глубокую тарелку. К луку добавляем 1 столовую ложку с горкой сахара, 2 столовые ложки уксуса, столовый 9%. Затем лук, сахар и уксус хорошо перемешиваем. И только затем заливаем все теплой кипяченой водой, так чтобы хорошо был покрыт полностью весь лук. После этого еще раз хорошо перемешиваем и отставляем лук в сторонку, пускай он хорошо промаринуется, пока мы подготовим остальные продукты. Далее нам понадобится 400 грамм шампиньонов, и их нужно будет измельчить на не слишком большие кубики. После того, как вы измельчили грибы, их нужно будет обжарить любым удобным для вас способом, с любыми вашими специями. Ну и после обжарки грибам нужно будет дать полностью остыть, чтобы наш салат не поплыл.
Еще в этом салате для нас понадобятся заранее отваренные перепелиные яйца и половинка куриной грудки. Ну а полностью подробный рецепт, как всегда, читайте в описании под видео. И полностью всю куриную грудку нужно будет постараться нарезать на небольшие кубики. Собирать сегодняшний салат мы будем через салатное кольцо. Диаметр у него 17 сантиметров. На дно тарелки добавляем небольшое количество майонеза. И на первый слой отправляем чуть больше половины нарезанного кубиками куриного мяса. Слой из мяса нужно будет хорошо выровнять. В это время нужно будет отцентровать салатное кольцо, чтобы оно у вас было по центру тарелки. Этот слой из мяса нужно будет посолить и поперчить. Соль и перец добавляйте, как всегда, по своему вкусу. Далее добавляем майонез. В этот случай я не буду делать сетку, потому что майонез нужно будет все равно разровнять. Но если вам будет так удобнее, можете делать сетку из майонеза. На следующий слой отправляем полностью все обжаренные грибы. Повторяюсь, они уже у вас должны будут очень хорошо остыть. После того, как вы выровняете слой из грибов, майонез добавлять не нужно. Сразу же наверх на грибы мы отправляем процеженный маринованный лук. Наверх на лук добавляем майонез. Этот слой из майонеза тоже нужно будет хорошо выровнять. Так лук станет еще вкуснее в вашем салате. Но повторюсь, если вы хотите, делайте просто сетку из майонеза. На следующий слой нам понадобятся помидоры. У меня сегодня такие маленькие помидоры. Их нарезаем полукольцами. Если у вас будут большие помидоры, их нужно будет нарезать на четверть кольца. Нарезанные помидоры укладываем на следующий слой, плотно, равномерно в один ряд. Этот слой из помидор нужно будет посолить и поперчить по своему вкусу. Ну и уже на этот слой из помидор я делаю просто сетку из майонеза. Наверх на помидоры мы отправляем полностью все остатки нарезанного кубиками куриного мяса. Далее мы берем заранее отваренные перепелиные яйца, 5-6 штук. Их нужно разрезать вот так вот пополам и равномерно распределить полностью по всей поверхности куриного мяса. Ну а наверх на перепелиные яйца нам нужно будет сделать сетку из майонеза, таким образом, чтобы каждая половинка яйца была хорошо покрыта майонезом. Самый завершающий слой нам понадобится 100 грамм твердого сыра, любого по вашему желанию. Его нужно будет натереть полностью весь на мелкой терке. Затем отправляем весь натертый сыр на верхушку на яйца. Аккуратно разравнивайте все вилкой и сыр немножко, так сказать, утрамбовывайте. Так верхушка салата вашего будет более красивая. Салату нужно будет дать настояться минимум хотя бы 2 часа, ну а непосредственно перед подачей я решил его украсить зеленым луком. Снимаем салатное кольцо и только посмотрите, какой он красивый получился. В этом салате не только все сбалансировано, но и все очень-очень вкусно. Я уверен, что в восторге будете не только вы, но и ваши родные, близкие и все гости, которые его будут пробовать. На этом у меня на сегодня все. Со стопроцентной уверенностью рекомендую вам приготовить его на любой праздник. Будь то это Пасха, день рождения или еще какой-то праздник, он всегда будет номером 1 на вашем столе. Также рекомендую посмотреть еще один рецептик не менее вкусного салата. Ну а мы с вами встретимся, как всегда, в новых видео на канале Аппетитная кухня. И не забудьте оставить комментарий после того, как вы попробуете этот салат. Всем пока!